Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в выпуске яхта CT-41 тайваньской верфи Тачао. Об истории верфи Тачао информации крайне мало. Известно, что верфь Тачао Brothers на Тайване начала строительство парусных яхт в 1966 году. Первая лодка под брендом CT Yachts была построена в 1970 году, и это была CT-34. Под брендом CT Yachts выпускались хорошо продуманные круизные яхты с корпусом из стекловолокна. Последняя лодка под брендом CT Yachts – это CT-48, которая начала производиться с 1988 года. В 1985 году CT Yachts Tachao Brothers добавили в свой модельный ряд моторные лодки с длиной корпуса до 48 футов. На каком-то форуме я прочитал, что в 60-х и 80-х годах верфь Тачао вообще не имела собственного персонала, и для строительства каждой лодки нанимала работников с улицы целыми семьями. Каждая семья занималась своей частью работы. Кто-то делал внутреннюю столярку, кто-то покрывал палубу тиком и так далее. По этой причине качество лодок CT было величиной непостоянной. Однако автор поста говорит, что он нашел лодку с очень хорошим качеством изготовления и был очень доволен. О Вильяме Гардене, дизайнере CT-41, я рассказывал в 21 выпуске, который был посвящен Формоза 51. По традиции напоминаю, что на канале Идеальный круизер мы анализируем модели яхт, сравнивая их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Джон Холтроп – морской инженер и конструктор. На основании анализа более 400 проектов известных яхтенных конструкторов составил так называемый эталонный проект крейсерской яхты, который мы и будем использовать в качестве эталона. В эталон также вошли показатели, предложенные Яхтенным гоночным союзом США и Обществом морских инженеров СНЭЙМ. Итак, Tachao CT-41. Дизайнер Вильям Гарден. Лодка выпускалась начиная с 1972 года. Материал корпуса – Fiberglass. Тип парусного вооружения – Masted Cage. Тип киля – Long Keel. Лодка имеет довольно длинный бушприт с ватерштагом. Палуба имеет тиковое покрытие. Авт-кокпит. Кокпит довольно широкий, так как отсутствуют рундуки в кокпите по бортам. Есть только кормовой рундук, который одновременно является довольно широким и удобным диваном. Салон отделан деревом. Не так феерично, как на Формозе, но все же смотрится очень хорошо. Немаловажная деталь. В камбузе на уровне глаз находится большой прямоугольный иллюминатор. Ваша спутница без сомнения оценит это, особенно если ее укачивает в закрытом пространстве. На лодках разных годов выпуска стоят двигатели разных брендов, возможно уже замененные. На одной из продаваемых лодок, сделанной в 1974 году, установлен дизель Volvo Penta 75 лошадиных сил. На сайте указано, что двигатель установлен также в 1974 году. Цена этой лодки примерно 74 тысячи американских долларов. Цены колеблются от года выпуска и состояния яхты и в среднем находятся в районе 70 тысяч американских долларов. Основные размерности. Длина корпуса по палубе 41 фут. Длина корпуса по КВЛ 32,5 фута. Ширина корпуса максимальная 12,1 фута. Осадка 6 футов. Водоизмещение 27 500 фунтов. Площадь парусности 792 квадратных фута. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Tachao CT-41 значение фактора энерговооруженности равно 13,97. Это меньше эталонного значения.
Добавим плюс к условному комфорту. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 357,63 немного больше эталона и говорит о том, что лодка относительно тяжелая. Добавим плюс к условному комфорту. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для CT41 значение равно 43,82. Значение больше эталонного. Добавим плюс к условному комфорту. Риск опрокидывания. Эмпирический показатель, введенный яхтенным гоночным союзом США United States Yacht Racing Union. Критическим считается значение 2 единицы. На индикаторе это значение помечено красным флажком. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,55. Значение даже лучше, чем у эталона. Плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению и является одним из показателей остойчивости. Значение 33 меньше значений, характерных для круизных лодок. В данном случае предпочтение отдано остойчивости формы. Добавим плюс к условному драйву. Стройность корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине и характеризует относительную ширину корпуса. Чем меньше значение, тем корпус более относительно широкий. Для CT41 значение равно 3,39. Значение располагается в диапазоне эталона. Корпус умеренно стройный. Это плюс к условному комфорту. Проектная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. Обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности 2-3 лошадиные силы на тонну. В нашем случае скорость корпуса равна 7,64 узла. Это больше, чем у идеального круизера. Плюс к условному драйву. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Тачао CT41 значение равно 1,06. Это существенно меньше, чем у эталона. Это плюс к условному комфорту. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Для нашей лодки значение равно 1 555 850,5 фунта на фут в квадрате. Значение соответствует эталону. И это еще один плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Чем остойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. У валких судов большой период бортовой качки, у остойчивых малый. В нашем случае период равен 4,84 секунды. Значение больше эталонного. Добавим плюс к условному комфорту. Показатель остойчивости. Остойчивыми считаются лодки со значением до 1 единицы, валкими со значением более 1,5 единиц. Значение 1,31 означает, что лодка умеренно валкая. Плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение. До 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для CT41 значение ускорения бортовой качки равно 0,04 G. Это отличное значение. И это плюс к условному комфорту. Подведем итог по Тачао CT41. Итак, Тачао CT41 набирает 9,31 балла в рейтинге «Идеальный круизер». Давайте еще раз пройдемся по техническим показателям. Значение фактора энерговооруженности и фактора скорости меньше эталонных значений. Наверное, вы уже заметили, что это характерно для многих хороших круизеров, хотя и не является правилом. Значение фактора водоизмещения больше, чем у эталона, а значит лодка относительно тяжелая.
Фактор комфортности лучше, чем у эталона круизера. Риск опрокидывания – прекрасное значение и также лучше, чем у эталона. Стройность корпуса. Корпус умеренно широкий, что характерно для крейсеров. Момент инерции имеет значение, характерное для круизеров. Показатели устойчивости. Лодка умеренно валкая. Значение ускорения бортовой качки имеет значение 0,04 G и лежит в диапазоне значений, не оказывающих влияния на человека. Совершенно очевидно, что по техническим показателям Тачао CT-41 – это отличный круизер. Неудивительно, что в рейтинге идеальный круизер Тачао CT-41 занимает 5-е место, потеснив Colvik Victor 40. Хочу обратить ваше внимание на то, что данный рейтинг не говорит о том, что какая-то лодка хуже, а какая-то лучше. Этот рейтинг показывает лишь то, насколько та или иная лодка соответствует концепции идеального круизера Джона Холтропа. При выборе конкретной лодки стоит руководствоваться в первую очередь ее показателями. Стоит сравнивать не значение рейтинга, а значение показателей. Итак, на первой странице рейтинга Halberd Crassi 42F Mark II, Pacific Seacraft Krylok 44, Baba 40, Island Packet 40, Tachao CT-41, Colvik Victor 40, Trintella 4, Sirius 40 DS Twin Kill, Cherubini 44 Catch и Nauticat 40. На второй странице Trintella 57A, Nauticat 331, Amel Super Maramu 2000, шхуна Cherubini 48, Haber 34C4, Halberd Crassi 40C, Garcia Exploration 45, Boreal 47.2, Moody Dexalon 41 и Bavaria 42. Все страницы рейтинга можно будет увидеть в очередном выпуске «Ямайский ром. Бургундская ваниль». Благодарю зрителя канала Савелий С. за предложение рассказать о Tachao CT-41. Следующие два выпуска будут посвящены лодкам Halberd Crassi. В следующем выпуске мы проанализируем технические параметры яхты Halberd Crassi Rasmus 35. А в следующем за ним технические параметры Halberd Crassi 352 и сделаем сравнение технических параметров этих двух лодок. Не пропустите. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Обращаю ваше внимание на то, что на канале мы рассматриваем серийные монохулы длиной до 58 футов включительно. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный круизер.